Наш мир создан совершенно. В нем нет ни одной лишней детали. Все наполнено смыслом, все связано между собой. Бесконечно сложную и бесконечно прекрасную картину мироздания, где каждый элемент играет свою особую роль. И чтобы мы случайно или умышленно не разрушили этот мир, нам дано предупреждение, особый знак, проклятие и благословение одновременно – совесть. Мы ошибаемся. У нашей планеты ограниченные возможности самообновления, и нам нужно научиться их учитывать. Вот почему с начала времен все живущее на планете умеет соблюдать меру. В этом основа природного равновесия, и все, как и мы, тоже хотят выжить. Мы не хотим завтра исчезнуть с Земли. Я долго наблюдал за этими живыми существами. Мне кажется, что мы как они. Для выживания нам нужен коллективный договор. Даже понимая, что происходит, мы не можем за один день изменить свою судьбу. Но наше коллективное сознание может запустить цепную реакцию. Я хочу верить, что успею принять меры. Еще возможно ответственное правление с человеческим лицом. Чтобы остаться и жить на нашей планете, выход есть. Я учусь в аграрном вузе с 2015 года. Сначала как студент, а сейчас как аспирант. До меня в университете учился мой брат, и все эти 11 лет за дендропарком, где студенты занимаются спортом, располагалось озеро, к которому всегда было страшно подойти. Во-первых, не было толком подходов, либо крутая горка, либо непроходимые заросли. И все, что я мог видеть, не красоту природы, а плавающие майонезные ведра, пластиковые бутылки и покрышки. А университет расположен в живописном месте. И тут, около студенческой жизни, такое место, которое не просто забыли, но и периодически загрязняют. Всегда было интересно смотреть на студенческую жизнь и развитие студенческого спорта в зарубежных университетах. Смотрел, как проходят занятия на открытой воде, как студенты плавают на байдарках и лодках. И не понимал, почему у нас, у университета, расположенного в таком краю, нет такого места, где можно заняться спортом, поплавать или просто отдохнуть. После этого мне стало стыдно и обидно, что у нас не так. Наблюдая за озером, увидел, что там есть жизнь. И рыба, и растительность, и микромир – все это есть. Озеро живое, просто очень сильно загрязненное. И поэтому появился проект «Природный хрусталь». Наш проект направлен на интеграцию озера, находящегося по адресу Россия, Самарская область, городской округ Кинель, поселок городского типа Усть-Кинельский, в общественно-социальный, учебный процесс жителей Самарской области и аграрного вуза в частности. Данное озеро представляет собой водный массив, поверхность которого занимает 90 667 квадратных метров, в центре которого находится полуостров Зайчий, поверхность которого составляет 17 096 квадратных метров, который в период паводка становится островом. Решаемые проблемы – это очистка загрязненного водоема, продвижение здорового образа жизни, усовершенствование учебного процесса, развитие внутреннего туризма, развитие эко-волонтерства в регионе, продвижение и популяризация науки и научных знаний. На сегодняшний день данная местность относится к неосвоенной и неблагополучной в экологическом плане. Очистив и социализировав данную местность и данный водоем, мы вводим уникальный природный объект в социальную жизнь не только жителей поселка и проживающих на территории студенческого кампуса, но и всего населения Самарской области, что способствует развитию внутреннего туризма. Более того, мы планируем ввести данный природный объект в учебный процесс Самарского государственного аграрного университета. На факультете биотехнологии и ветеринарной медицины с 2000-х годов обучаются специалисты в области биоэкологии, и озеро стало бы отличным подспорьем в изучении экосистемы водоема и аквакультуры. Более того, это отличная база для продвижения здорового образа жизни и занятий спортом среди студентов и населения. Наш проект относится к социальному, который затрагивает многие сферы жизни. И основным этапом, я прошу заметить, этапом, а не целью нашего проекта, является очистка озера. Если нам удастся очистить озеро, то мы хотим сделать из него место для отдыха населения и студентов. А еще бы очень хотелось ввести данный природный объект в учебный процесс, как площадку для научных исследований.
Так как с 2008 года в нашем вузе ведется подготовка специалистов по направлению биоэкология, и озеро стало бы отличным подспорьем для изучения аквакультуры и экосистемы водоема. Цель проекта – интеграция естественно-научной и социально-педагогических направленностей, что напрямую влияет на улучшение уровня жизни за счет углубления и расчистки озер, тем самым увеличение запасов пресной воды и сохранение многочисленных обитателей наших водоемов. Наш проект будет реализовываться в период с 2021 по 2022 год в следующем режиме. Первым этапом мы видим проведение научных исследований. Это санитарно-гигиенические исследования воды, показатели аммиака по азоту, общее железо, запах воды при 20 градусах Цельсия, при 60 градусах Цельсия, массовая концентрация нитрит-ионов, общая жесткость, перманганатная окисляемость, концентрация сульфат-хлоридов, кислотность воды, определение общего числа микроорганизмов, это ОМЧ, общее микробное число, определение общих и термотолерантных полиморфных бактерий. Затем планируется провести переговоры с организацией подрядчиком и заключение договора на очистку, поверхностная очистка прилегающей территории озера силами волонтеров и общественных организаций, очистка озера подрядчиком, открытие обновленного озера как заключительный этап и отчет по проведению работы за год. До чего земля большая, величайшая земля, и была б она чужая, чья-нибудь, а то своя.